Всем привет! Я Макс Асабин. Продолжаем исследовать мои фэнтези-миры, экспериментировать со светом и развиваться в концепт-арте. В этом видео я, как всегда, начну с наброска и превращу его в фото-арт. Эта работа вторая в моей фэнтези-серии, если вы не видели первую, о ее создании я рассказал в предыдущем видео. А на этот раз мы сделаем... Погодите. Я слышал, есть люди, которые не хотят в начале видео спойлерить себе результат. Так что, если вы из таких, сейчас закройте глаза. Итак, сегодня я нарисую это и превращу вот в это. И, как всегда, использую для этого разные техники: фотобаш, рисование и 3D. Если вам нравится такой формат видео и вы хотите замотивировать мою YouTube-активность, ваш лайк и коммент – это лучшая поддержка. Вообще, я долго продумывал эту идею, делал разные наброски, и от изначального вертикального концепта я дошел до горизонталки. Мне не хватало свободного пространства, чтобы показать немного мира на фоне. Хотя в этой работе, конечно, лодка с персонажем остается наиболее важной частью. А вот наиболее важная часть после того, как скетч готов, это выбрать исходники для работы так, чтобы из этого можно было собрать целостный монтаж без больших несостыковок в освещении и перспективе. Так как лодка у нас самый важный объект, начиная работу с нее. Я не хотел использовать что-то слишком напоминающее наш реальный мир и придал ей немного нестандартную форму, чтобы избавиться от плотных ассоциаций с какой-то реальной исторической культурой. Хотя без скандинавских вайбов не обошлось. Но здесь сработала моя любовь к Скандинавии, которая тянется с детства. В экспериментах с формой мне больше всего помогло варп-трансформирование и отдельные фотки досок, из которых я собирал дополнительные элементы. Персонажем в этой работе стала девушка-грузоперевозчица, и поэтому я нагрузил лодку чемоданами. Фотку для этого нашел достаточно интересную, но, к сожалению, плоскую. Поэтому делю на две проекции, что уже создает объем. Но пока все еще плосковато. Поэтому разноображу ракурс почти каждого отдельного чемодана так, чтобы они выглядели более беспорядочно. Стороны, которые им не хватает, дорисовываю вручную. Вообще, я хотел найти какие-то менее чемодановидные сумки, меньше отдающие современностью. И даже пришлось немного самообразовываться на эту тему, погуглив, какие сумки в каких целях использовались в средние века. Поиск не особо помог, и я решил чуть позже просто добавить разный другой багаж. А вот эта веревочка – это прародительница всех веревок, которые будут в этой работе. А их тут будет много, так как это достаточно просто помогает добавить детальности и продуманности к концепту лодки. Все выкрутасы с веревками я делал трансформированием и марионеточной деформацией. На данный момент самая важная и сложная часть лодки собрана, и я доработал ее по-чистовому, чтобы никакая грязь не отвлекала от работы над персонажем. Как всегда, чтобы девушка наиболее близко соответствовала задумке, пришлось задействовать очень много исходников. В процессе все выглядит достаточно последовательно и беспроблемно. Все потому, что я потратил целую отдельную ночь на поиск одних только исходников для персонажа. И это в принципе заняло, наверное, 80% от всего времени поиска. В общем, я говорил и всегда буду говорить, как минимум 50% успеха в фотоманипуляциях – правильный продуманный подбор фотографий. Вот я уже собрал персонажа, и даже без какой-то сложной работы над цветом она выглядит уже достаточно целостно. Очень важный элемент, которого не хватает на лодке – навес над грузом. Я немного поискал на стоках, но быстро понял, что в любом случае все придется сильно натягивать пластикой и дорисовывать. И это тот случай, когда моих средних знаний симуляции ткани и скульптинга должно было хватить, чтобы сделать это в 3D. Свои навыки я называю средними не чтобы прибедняться, а просто потому, что мне пришлось больше часа играться с настройками, чтобы разобраться, как сделать ткань подходящей консистенции, чтобы она растянулась как надо и дала какие-то интересные складки и рельеф. Впрочем, я не жалуюсь. Я обожаю играться с симуляциями в блендере. Это невероятно интересно, всем советую. Еще бы комп помощнее. В общем, результаты превзошли мои ожидания, особенно когда я шлифанул это дело скульптингом под конец, добавив немного мелких складочек. Хотя, закинув в итоге все в проект, я все равно еще и поработал пластикой. Просто потому что изначально я не идеально продумал, какую форму я хочу. Внезапно я осознал, что мне не хватает то, о чем я не задумывался во время работы над наброском. У меня совсем никак не обозначено, что двигает нашу лодку. Конечно, можно все свалить на весла, которые сейчас просто спрятаны,
но все-таки по задумке это достаточно крупная лодка для дальнего плавания. Да, мир фэнтезийный, но просто списывать все на магический движок, ну такое. И я твердо решил, что нужны паруса, но очень не хотел портить общую форму, задуманную изначально. Были мысли о мелких парусах или по бокам и так далее. В общем, мне снова понадобилось провести некоторый ресерч, потому что раньше в жизни я вообще не задумывался, какие бывают виды парусов и как они работают в зависимости от строения. Время я провел, конечно, интересно, ничего не сказать, что-то даже узнал полезное. Но это не дало мне ответов, что же сделать, чтобы мои паруса не мешали моей изначальной композиции. И я решил, что складная мачта и парус – это достаточно аккуратный вариант для фэнтези-мирка. Тут пригодились куски с изначальных исходников лодки, из которых я и собрал вот такой механизм. Их же, кстати, параллельно накрутил еще и на переднюю часть лодки. Лишняя детализация никогда не помешает. Парус я закрутил из исходника палатки, найденной до этого для навесок, которые я изначально хотел делать без 3D. Здесь порядок работы немного запутан, и я часто метаюсь от одних элементов к другим. Но, как можете заметить, тут я уже немного работаю с подгонкой по цветам и прорисовкой основных теней. Просто потому что деталей в работе становится слишком много, и я боюсь забыться и что-то не дорисовать. Вернемся к грузу, который не нравился мне слишком аристократичным видом. Поверх я раскидал разные мелкие сумочки, а сами чемоданы чуть разнообразил внешне. Ну и добил все это, накидав совсем простых мешков. Ну и куда без детализации веревками, которыми мы обмотали всю лодку. Давайте еще обмотаем и парус, и вообще все, что можно обмотать. Странные шутки приходят мне в голову. Осуждаю. Не забываем про парус. Детали, тени и весь объем я нарисовал вручную. Ну и конечно же следуем дизайн-коду и красим тоже в желтый цвет. О, фонарь. Изначально он должен был лежать где-то снизу в мешках. Но вы бы меня, наверное, сожрали из-за того, что это нереалистично, фонарь должен висеть ровно, а не валяться и все такое. Так что за кадром я немного покумекал и прорисовал пару вариантов с пробным освещением, чтобы примерно представлять, как это будет влиять на общий визуал. И решил подвесить его вот так. Ну и одна из последних, но не самых простых элементов в концепте лодки – удочка. Как параллельное занятие в море для нашей перевозчицы. Устройство хотелось сделать необычным, поэтому я просто нарисовал его с нуля. Опять же, хотелось закинуть туда не стандартную современную удочку, а какое-то мудреное устройство с рычажками и кронштейнами. На мой взгляд, в сочетании с фонарем это придает какого-то своего характера стилю и сеттингу. Эй, у меня тут достаточно большой кусок с процессом, о котором мне особо нечего сказать, так что давай ты просто поставишь лайк, и мы сделаем вид, что ничего не было. Окей? В принципе, с лодкой пока что закончили. Но с объектами, которые я решил не искать на стоках, а сделать с нуля, совсем не закончили. А только начинаем. Во-первых, огромный окаменелый скелет на фоне я сразу решил не искать, а заскульптить с нуля. И это тоже не оказалось так уж сложно. Вообще, скульптинг — это то, чему хотелось бы обучиться получше. Ведь помимо моего сильного увлечения рисованием в детстве, я также любил лепить что-то из пластилина. А скульптинг в 3D, на удивление, дарит похожие чувства. Дай бог, чтобы это строение скелета и позвоночника не увидели биологи. Шейдер я накрутил, смешав фотку потрескавшейся кости со всякими процедурными нодами шума. Особой живости виду придал Subsurface Scattering. Хотя не знаю, зачем окаменелым костям нужна живость. Но на костях пляски с блендером не закончились. Гору на фоне я тоже решил собрать тут. Я использовал встроенный генератор для основы, который уже тоже поскульптил и детализировал дисплейсментом. В шейдере я распределил для разных высот разные цвета. И это помогло создать вот такое разделение на берег, растительную, каменную и заснеженные части. Что в принципе уже выглядело неплохо, особенно с выставленным светом. Да и я ведь все равно хотел поверх нафотобашить что-то из реальных фоток. Но потом мне захотелось попробовать детализировать что-то прямо тут. И я сделал вот такой очень низкополигональный комочек, который должен был изображать деревья. Раскидал его при помощи Geometry Nodes, и вроде даже что-то получилось. Наверное, можно было сделать это так же просто и быстро, но получив менее грубые результаты. Но я пока не настолько свободно чувствую себя в 3D. Я обязательно буду развиваться в этом направлении, но для нашей задачи этого очень даже хватает. И последнее, но не по важности, что точно нужно было сделать в 3D – морские волны.
потому что они у нас на переднем плане, достаточно крупно и детально. В блендере для этого есть очень удачный модификатор Ocean. Раньше я уже много раз пользовался им, так что в основном это не вызвало больших проблем. Но возможностью генерировать определенные данные для создания морской пены я решил воспользоваться впервые. В общем, эта функция выдает вот такой волокнистый рисунок поверх волн, который можно использовать очень по-разному. Я смешал его с другими текстурными нодами, навалил бамп для объемности и, на удивление, для себя получил максимально то, что хотел. Вообще, в отличие от прошлой работы, в этой почти весь процесс шел так, как я хотел, и это очень радовало. Хотя имеет и свои побочки. Время летело так незаметно, что записанного материала у меня вышло на 16 часов. Из них 5 часов работы в 3D, а я честно скажу, я даже не записывал большую часть работы, где я много часов просто возился и экспериментировал с шейдером воды, рельефом горы, настройкой окружения, освещения и прочего. Просто заранее зная, что нет никакого смысла включать это в финальный монтаж. В общем, работа вышла очень долгой даже по моим меркам. Даже не спрашивайте у меня, сколько времени заняло вообще все, но ориентируйтесь, что не меньше, чем 20 часов. Так, не за что. В общем, я доделал океан, разместил туда плейн с PNG-шкой собранной лодки, чтобы отрисовать отражение, и вернулся дособирать уже все это в Photoshop. Небо я выбрал достаточно мягкое, но чтобы оно соответствовало задуманному направлению света. И вот уже на этом этапе я успокоился, что все идет по плану. И картинка действительно складывается достаточно близко к задуманному. Для гор справа мне хватило стоковых фоток, тоже подобранных с правильным фронтальным рассветным освещением. А 3D горы я детализировал, накинув несколько фоток с лесом, с нейтральным освещением для теней и с подсвеченным для освещенных участков. Также поверх накидал разных кусков гор, все они, кстати, тоже были подобраны с подходящим освещением, что логично, чтобы такое текстурирование не портило задуманный свет. На берегу я собрал небольшую деревеньку, расставив домики и добавив мельницу. Чертова мельница. Она не дала мне буквально ничего при таком уменьшении, лучше бы я просто сразу нарисовал ее вручную. Тем более, что всю деревеньку я в итоге вогнал в тень и туман. Вообще, вручную дорисованные простые мелкие детали дают работам гораздо больше, чем возня с какими-то мелкими фотками. Добавляю еще больше тумана, чтобы покрыть океан. Вообще, по задумке, именно этот туман скрывает низ пейзажа от солнца. Но, конечно же, в первую очередь я преследовал художественные цели, потому что снова хотел поиграть со светом как-то нестандартно. Фон практически готов, и я вернулся к лодочке, чтобы немного доработать ее цвета и нарисовать солнечное освещение на ней. Но все еще остались некоторые детали, которые я не прорабатывал до самого конца. Мелкие всплески воды по контуру лодки, грязевые подтеки и следы, и, самое главное, поплавок. Его я тоже решил нарисовать с нуля, чтобы не ограничиваться какими-то реальными современными фотками. Как можете заметить, я заблаговременно подумал об отражении на воде и в проекте блендера добавил желтую болванку, чтобы она отразилась на волнах. Спасибо тебе, Макс, из прошлого. Эй, я, конечно, понимаю, я рисую, и это все достаточно интересно, но, может быть, можешь глянуть ниже и посмотреть, есть ли у тебя подписка на мой канал? А то, если нет, ну, ты понимаешь. Прорисовывать свет тоже было одно удовольствие, что от солнца справа, что от фонаря. Хотя, на самом деле, ближе к концу работы я уже начал задумываться, что, возможно, зря я придумал вот эту идею так близко расположить свет от фонаря и свет от заката, которые, в принципе, достаточно близки по теплоте. Но зато в рамках этого концепта мы даже можем вернуться к контровому свету. Помимо финальной цветокоррекции, для общей собранности и сфокусированности мне захотелось затемнить верхнюю часть неба и нижнюю часть воды, так чтобы светлый центр захватывал внимание. Ну и по традиции, на следующие дни я еще пару раз возвращался к проекту, правил мелкие детали и возился с теми вещами, которые было бы абсолютно скучно смотреть на видео. Из сильных изменений разве что я сдвинул и фон, и лодку друг относительно друга, а также добавил больше гор с краю и увеличил их. Ну и по мелочи я где-то чуть аккуратнее проработал края, свет, мелкие детали и все такое. Вот тут, например, веревки по задумке обмотаны вокруг чемоданов и держат их, но они почему-то во время работы попали у меня поверх мешков. А вот тут из-за отсутствия деталей и не очень корректного света веревка протянулась не туда, куда я хотел.
В общем, вот такой результат в итоге у меня получился. Пишите, понравился ли вам этот арт и само видео. И помните, что мое сердечко бьется чаще, когда вы пишете так много комментариев, как под последними видео. Спасибо вам и спасибо моим патронам, благодаря которым я почти полностью завязал с заказами и плотно занимаюсь каналом и новыми видео для вас. На моем патреоне определенно в этом месяце появится и PSD-шник этой работы, и полный видеопроцесс без ускорения. Единственное, не уверен, что сделаю это в ближайшее время после выхода видео, так как у меня на носу поездочка небольшая. Но все равно подписывайтесь на мой Patreon, мне очень приятно от этого. Всем пока! Прорисовывать свет тоже... Прорис...